Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире наша традиционная рубрика «Украинский вопрос». Традиционно она стала после государственного переворота на Украине, а в эти дни отмечаем, или даже тут празднуем, вряд ли, наверное, такое слово подобрать, 25-летие независимости. Не только развала Союза, но и независимости Украины. Однако август этого года опять вмешалась геополитика. Мы, собственно, и назвали тему нашей программы «Снова геополитика. Украина». Мы работаем в прямом эфире, можете звонить в нашу студию, и мы готовы ответить на ваши вопросы вместе с нашим гостем, политологом Ростиславом Ищенко. Здравствуйте. Добрый день. Ну, так как я уже сказал, что вот этот парад, состоявшийся в Киеве, там неважно, сколько там было гостей, формальная дата, многие пытаются подводить какие-то итоги, но одно дело наблюдать за развитием того, что мы называем украинский вопрос, а другое дело, когда он встал так жестко, конкретно, начиная вот с Майдана, эти 2,5 года уже мы наблюдаем. Я не знаю, это горячая фаза, острая фаза, это критическая фаза, это закат. Трудно даже сказать, но то, что это закономерно, это, видимо, так. Ну, наверное, хотя, с моей точки зрения, проблема остроты украинского кризиса заключается не в том, что там у Украины резко ухудшились отношения с Россией, значит, и даже не в том, что на Украине эти власти, по сути дела, оказалось террористическое правительство. Потому что у нас разные соседи всегда были, да? И, например, та же самая Польша большую часть своей истории была в отношении России далеко не дружественным государством. Были периоды тесной дружбы, да, но они были относительно короткие. А все остальное время, в общем-то, это государство было либо открыто враждебное, либо, так сказать, мягко говоря, недолюбливающее Россию. Но, тем не менее, мы же не говорим там о каком-то перманентном польском кризисе, да, не рассматриваем польский вопрос постоянно и так далее. Потому что, хорошее, оно плохое, дружественное или недружественное, но это, в общем-то, стабильное прогнозируемое государство, с которым можно выстраивать стабильные прогнозируемые отношения. Да? Причем выстраивать их на понятной, всем основе, то есть нормальной, либо взаимной выгоды, либо, по крайней мере, пытаясь находить какие-то точки соприкосновения. А когда мы говорим об Украине, вот особенно сейчас, собственно, это началось-то еще до государственного переворота, но действительно в такую кризисную фазу вошло с момента государственного переворота. Когда мы говорим об Украине, то мы говорим о территории перманентного развала. То есть мы, конечно, можем, каждый раз вздыхать и говорить, что вот, мол, там 2 года Украина разваливается, все никак не развалится, да? Но по большому счету, когда в стране уничтожена административная вертикаль, уничтожена силовая вертикаль, уничтожена экономика, когда 2,5 года правительство не в состоянии ничего сделать с незаконными вооруженными формированиями и вынуждено их либо каким-то образом легитимировать, либо просто идти у них на поводу. И когда в стране как минимум сохраняется двоевластие, а скорее уже даже не двоевластие, а просто безвластие, то, в общем-то, говорить о государстве в таких условиях – это уже, кстати, определенное преувеличение. То есть, я хочу сказать, что главная проблема украинского кризиса заключается не в русофобском характере украинской власти, не в крайне недружественных отношениях с Россией, и даже не в том, что на Украине идет гражданская война, хотя гражданская война – это, безусловно, плохо. Да? Проблема заключается в том, что, по сути дела, государства как такового нету, и вот все соседи Украины, чем дальше, тем больше, уже с ужасом думают даже не о том, чего они еще смогут натворить, а что там будет твориться, когда
даже каким-то образом идентифицировать эту государственность будет невозможно. То есть, когда вы не будете спрашивать, что там Порошенко делал, да, или, значит, какие там гости были на параде, а когда мы будем сидеть и выяснять, кто сегодня там вообще, как фамилия этого человека, который, ну, хотя бы 2 кварталами в Киеве управляет, и то, что мы сегодня видели на улицах, это еще парад или уже перестрел. Да? Вот. Поскольку к этому, кстати, ситуация уверенно движется на Украине, да? Поскольку, опять-таки, соседи понимают Украины, что это отразится и на них, потому что, например, Соединенные Штаты с удовольствием разрушали Ливию, Сирию, Украину, но они никогда не пытались разрушить Мексику. По вполне понятной причине, потому что Мексика находится на их границе. И Канаду они никогда не будут пытаться разрушить, потому что Канада находится на их границе. Вот. А Украина находится на нашей границе. И вот в этом отношении украинский кризис действительно является для нас камнем преткновения. Потому что понятно, что дальше будет только хуже, и не вполне понятно, какими силами и средствами вот это хуже потом придется решать. Потому что, опять же, нам ведь известно даже из современной истории, что подобного рода кризисы легко начинаются, но сомалийский до сих пор не исчерпан. Значит, йеменский в таком вялотекущем режиме тоже, в общем-то, продолжается уже не 1 год. Ведь последний переворот там в рамках арабской весны – это не первая гражданская война в Йемене за последние там, 20 лет, да, не первый гражданский конфликт. Легко начинаются такие кризисы, как сирийский, как украинский. Они заканчиваются потом очень сложно, потому что фактически потом приходится все восстанавливать с нуля. Надо создавать какие-то административные структуры, надо создавать какие-то государственные структуры, надо создавать экономику, надо создавать инфраструктуру, чтобы просто люди могли жить на этой территории. Да? Иначе они будут убивать друг друга и бежать к соседям, потому что по-другому не выживешь. Вот. И с моей точки зрения, именно в этом заключается такой вот кризисный фактор, да, который переносит украинские проблемы уже на глобальную сцену, который делает это не только внутриукраинским, но и глобальным кризисом. Мы когда заявили тему, что снова геополитика или опять геополитика, вроде бы нас можно упрекнуть, ну вот мы пытаемся поднять проблему на тот уровень, который она не заслуживает, что мы пытаемся рассуждать там на неких макроуровнях, выглядеть или умничать в эфире, но к сожалению, вот то, о чем мы говорим, это объективная правда. Наши соседи, вроде бы там родственники, да, и люди с похожими или такими же фамилиями, как у нас с вами, они оказались заложниками ситуации, а управляют этим люди из очень далекого там обкома, как некоторые шутят. Но от этого не легче. И мы знаем, что мировые конфликты, очень кровавые, со сложными последствиями, начинаются вроде бы легко, потом становятся неуправляемыми. И вот то, что происходит на Украине, пугает в первую очередь не только потому, что там наши соотечественники фактически живут, а то, что это потом закончится. В эту воронку может затянуть там и половину Восточной Европы, я уж не говорю про нашу с вами страну. Вы знаете, если бы там жили бы даже люди с норвежскими или с португальскими фамилиями, да, и ни у кого бы не было бы родственников в России, то сам факт нахождения этой территории непосредственно на российской границе, сам факт того, что в условиях практически разрушенной экономики живет несколько десятков миллионов населения. А сколько сейчас точно есть какая-то статистика? От 30 до 40 точная цифра. Потому что никто же не считал, сколько уехал и переехал. Дело в том, что и раньше никто точно не знал, сколько населения точно живет на Украине, не числится, а живет. Потому что от 3 до 6 миллионов работали в России. Тоже никто не мог предоставить точные данные. От 3 до 6 миллионов работали в Западной Европе. Ну, считалось, что примерно поровну уехало на работу туда и туда. Но точные данные никто не мог предоставить, потому что многие ведь работали нелегально.
Значит, сам факт пересечения границы не означает, что человек работает где-то, да? Значит, но то, что он не зарегистрирован официально, не означает, что он где-то не работает. И, допустим, часть украинцев, как, скажем, работники нефтегазовой отрасли работали вахтовым методом, то есть они приезжали, уезжали там, регулярно где-то на северные промыслы, да? Значит, а часть, которые строили дачи под Москвой, значит, они могли отсюда уезжать вообще на 1 неделю в году, а потом возвращаться дальше на заработки. И точно так же в Италии, я помню, я сам летел из Рима, и пока ждал самолет, там, рядом стояла женщина с Украины, она рассказывала, что вот она здесь там работает, там, присматривает за детьми в какой-то семье, и что это у нее, там, по-моему, за 2 года, или за 3, по-моему, за 2, первый отпуск, значит, когда она смогла вырваться, и вот она сейчас быстро там на неделю прилетит, и через неделю ей надо быть уже на месте. Ну, то есть из 370 дней, да, там, то есть из 720 дней, значит, человек, или даже из 730 человек сумел урвать там 5 дней, чтобы съездить к себе на родину. Она формально числится гражданином Украины, живущим на Украине. На самом деле она давным-давно там не живет и мечтает, когда настанет тот счастливый момент, когда она заработает достаточно денег, чтобы суметь перетащить туда же и всю свою семью. И я повторю, это ведь не 1, не 2, не 3, это речь идет о миллионах людей, которые постепенно перетаскивали семьи и так далее. Сейчас, понятно, этот процесс ускорился, просто потому что катастрофически рухнул уровень жизни. Началась гражданская война, и в стране еще плюс ко всему стало просто небезопасно жить. Поэтому, естественно, любой нормальный человек, да, он старается покинуть место, где его могут ни с того ни с сего завтра убить. Причем, если вначале страну покидали идеологические противники режима, то сейчас ведь стараются уехать все. Даже просто люди, которые себя относительно благополучно чувствуют, потому что они знают, что а вот завтра уже могут пойти грабить. Ну хорошо, ну не завтра, ну через месяц, ну через 2 месяца. Окажутся невостребованными. Но на самом деле это ведь очень короткий период. Во-первых, вначале ты просто теряешь там доход, работу и так далее. Ну, понятно, у кого-то бизнес остается и в условиях Сомали, да? Но это просто очень отдельные счастливчики. А все остальные, в общем-то, начинают жить за счет каких-то накоплений. Но при этом еще, если у тебя есть достаточное накопление, или ты просто чувствуешь себя немножечко благополучнее, чем твои соседи, то ведь тебя могут прийти раскулачивать. Да. У нас есть звонок, пожалуйста, мы слушаем вас. Представьтесь, и откуда вы нам дозвонились? Я звоню из Ростова-на-Дону, зовут меня Владимир Викторович. Да, здравствуйте. Мне приятно видеть Ростислава Ищенко. Это один из наших талантливых политологов, как Сергей Михеев, Игорь Короченко, Сергей Кургинян. Хотелось бы, чтобы наш президент почаще прислушивался к этим политологам. Вопрос такой. Какая роль западноукраинских униатов в событиях на Украине? Это тема для диссертации, наверное. Спасибо за вопрос. Да. Такой. Но если коротко, то, безусловно, деструктивная. Хотя, опять-таки, есть униаты и есть униаты. Есть люди, которые просто так верят, значит, и особенно в политику не вмешиваются. А есть большое количество людей, для которых это не столько вера, да, не столько форма общения с Господом, сколько политическая платформа. И да, действительно, достаточно большое количество униатов, а в процентном отношении их, наверное, было вообще больше, чем кого бы то ни было. Они были и активными, кстати, сторонниками Майдана, и активно там выступали, и, в общем-то, были даже ударной силой того самого Майдана. Но, опять-таки, просто надо понимать, что не униаты, не просто там жители Западной Украины, которые не обязательно униаты, там есть и православные, и католики. Там. Значит, более того, там, в общем-то, есть люди, выступающие против режима. Их тоже достаточно много, хотя и меньше, чем в других регионах. Так вот, никто из них не смог бы
довести страну до такого состояния самостоятельно, если бы не было бы двух слагаемых. Первое – это готовность власти фактически подчиниться нацистскому диктату. Потому что вначале, кстати, Янукович выращивал нацистов, потом с ними пытался договориться, потом у него не получилось, и он убежал. Да? Значит, мы потом Порошенко ведь тоже пытается договориться с нацистами, он же не может заставить их исполнять законы, он уже 2,5 года с этим не справляется. То есть, во-первых, готовность власти подчиниться нацистскому диктату, а во-вторых, в общем-то, готовность значительной части даже политически неангажированного населения Украины выполнять преступные приказы преступной власти. Потому что в конечном итоге армия, воевавшая в Донбассе, состояла не из униатов и не из галичан. Она состояла там, процентов на 50-60, если не больше, из обычных призывников, из центральных и восточных регионов Украины. Да целые батальоны были сформированы в той же самой Донецкой области. Да? Вот тот же пресловутый этот батальон «Шахтерск», он был сформирован из уголовников. Но эти уголовники имели вполне конкретную прописку в Донецкой области. То есть, по сути дела, раскол прошел по всей стране. Да? И люди самых разных вероисповеданий, самой разной этнической принадлежности, такие люди, как Саакашвили, которые вообще, в общем-то, относительные украинцы, я бы даже сказал, случайные украинцы, хоть он когда-то и кричал Авакову «я украинец». Да? Тем не менее, еще года 2 назад он даже не знал, что он украинец. Я имею в виду Саакашвили. Даже вот такие вот люди участвуют в этом процессе. Но, черт возьми, самое главное, что значительная часть населения оказалась готова просто пассивно подчиниться. Потому что даже если было бы пассивное сопротивление, то разжечь такую войну бы не удалось. Потому что если бы десятки и сотни тысяч просто отказались бы приходить в военкомат и получать повестки, отправляться на фронт, их всех нельзя было бы пересажать в тюрьмы. Тогда надо было бы пересажать в тюрьмы все мужское население страны. Если бы армия просто не стреляла, войны бы тоже, в общем-то, не было бы. Потому что когда пушки и танки стоят на фронте, но не стреляют, так война не идет. Но поскольку все оказались готовы, в общем-то, выполнять преступные приказы по самым разным причинам, кто-то, потому что мне все равно, какая-то там власть есть, мы привыкли власти подчиняться. Кто-то, потому что, а что делать? А есть-то все равно надо, а денег не платят, надо идти в армию зарабатывать. Значит, кто-то вообще ни о чем не задумываясь. Кто-то, потому что Россия виновата в том, что не спасла. Кто-то, потому что Соединенные Штаты все равно сильнее всех, зачем мы будем против них выступать. То есть по самым разным причинам. Но самое главное, что вот они согласились пассивно подчиниться этим приказам. Потому что переворот-то произвела достаточно узкая группа людей. Даже если посчитать боевиков, которые в этом деле участвовали, то это 10-15 тысяч человек по всей Украине. В стране на тот момент номинально жило около 45 миллионов человек. Реально, наверное, где-то около 40. В ней еще были Крым, Донбасс. И, в общем-то, можно было дело до перестрелки не доводить. Потому что, опять-таки, первыми перестрелку начали эти самые батальоны вольных стрелков, всякие там волонтеры, да, которые по собственной инициативе взяли оружие, поехали в Донбасс стрелять. Это уже потом к ним присоединилась армия. И, кстати, в Крым отправлялись наводить там порядок. Да. Тоже вначале добровольческие, тоже вначале добровольческие формирования. Но, извините, но и вооруженные силы, и спецслужбы, и милиция в соответствии с законами, с присягой, которую они принимали, они просто должны были останавливать вот эти незаконные вооруженные формирования и разоружать их, независимо от своих политических симпатий и антипатий, просто потому, что право на насилие есть только у государства и только в рамках законов. Да? И если у вас вооружилось 10 тысяч человек с одной стороны, и вы их не остановили, значит, у вас обязательно вооружится и 10 тысяч человек с другой стороны. Поэтому вот тот момент, что
ни военные, ни правоохранители, ни спецслужбы практически не выполнили свой долг, самоустранились, наблюдали за ситуацией, а потом сказали, ну а что же мы могли делать, если вот такая политическая власть, и к нам стали поступать приказы. Вот. Это сыграло, в общем-то, роковую роль в ситуации на Украине и в том, что сейчас происходит и с Украиной, и с ее населением, и, кстати, с теми же самыми силовиками и спецслужбами. Потому что еще со времен Нюрнберга, да, нормой международного права стало то, что не только отдача преступных приказов, но и выполнение преступных приказов в обязательном порядке влечет за собой ответственность. Многих совершенно мелких нацистов в звании там, лейтенанта, капитана СС, да, там, штурмфюрера, гауптштурмфюрера СС, перевешивали только потому, что они выполняли чужие приказы. Они ничего не придумывали сами. Они получали письменные приказы, они их выполняли. Тем не менее, они после войны они несли ответственность. Ровным счетом то же самое происходит и с украинскими силовиками. Они выполняли преступные приказы, и они не выполнили свой долг. То есть они не предотвратили начало гражданской войны. Как раз вот униаты, да, тут вопрос был про униатов, они заняли крайне жесткую позицию во время вот крестного хода, который был организован Украинской Православной Церковью, и вели себя крайне некорректно, агрессивно и даже по-хамски, потому что они понимали, что вот то, что было продемонстрировано в эти дни в Киеве, это рушило всю практически пропаганду, которой они занимались, особенно вот на восточной части Украины. Так понимаете, ведь я еще раз говорю, что это относится не только к униатам, это относится ко всему вот этому майданному спектру украинской политики. Потому что и православные, и атеисты, значит, и кто угодно, среди тех, кто поддерживал первый Майдан, а их значительно больше, чем униатов. Они уже после первого Майдана в 6-7 году говорили, что ну вот по-хорошему не получается, все равно народ неправильный голосует за пророссийских политиков. И сразу после первого Майдана в 2006 году партия регионов получила большинство в парламенте, сформировала правительство. Да? И в 2010 году Янукович стал президентом. Ну, в 2007 был еще один Ющенковский переворот, когда он разогнал парламент. Да? Значит, но в 2010 году на выборах, только прошли очередные выборы, Янукович стал президентом. Так вот, поскольку народ неправильно голосует, значит, надо принимать другие меры, значит, оппонентов повесить, пересажать в концлагеря, значит, и вообще решать проблему силой оружия. Что они, собственно, и начали делать сразу же после второго Майдана. Да? То есть они вот выводы сделали еще тогда, они поняли, что на выборах они не выиграют. Никогда. И это не конфессиональная привязка, это привязка политическая. Это чисто политическое решение решить проблему силой оружия. Вот мы, когда вспоминали недавно, я тут немножко тему сейчас попытаюсь скорректировать, Анатолия Кляна, с которым я работал в свое время на Первом канале, тогда он Первым каналом не назывался, это была телекомпания Останкино. Вот, его же убили в Донецке как раз в то время, тогда, когда сила оружия, вот эти фактически хамские выходки, вседозволенность, безнаказанность и желание фактически затерроризировать население, вот оно вылилось в том, что начали убивать просто журналистов. Мы специально связались сейчас с Владимиром Соловьевым, Володя сейчас у нас, по-моему, на связи. Я напомню, что это журналист-международник, и в свое время он возглавлял бюро Останкино и Первого канала на Балканах. И вот как раз Анатолий работал там вместе с ним. Мы упоминали, тут недавно была годовщина. Но есть еще одно событие. Это в свое время, 25 лет назад, четверть века прошло, когда убили двух наших коллег, которых я лично знал, работая в программе «Время». Это Нагин и Куриной, два журналиста наших. И вот, Володь, ты меня слышишь, да? Да, слышу, Борис. Да, здравствуй, да. Вот, я хотел
сказать, что, во-первых, открыли доску памятную Толе Кляну. Я знаю, что будут открывать 1 сентября, поэтому мы вот вывели тебя в эфир специально, чтобы акцентировать, что есть вот идея, насколько она будет реализована, я надеюсь, мы вот узнаем в ближайшие дни, что будут наконец-то спустя 25 лет как-то зафиксировано, что журналисты гибнут в разных странах, выполняя свой долг, рассказывая, пытаясь рассказывать то, что происходило в эти дни, в то время, в те дни перед их глазами, в том числе и наши с тобой коллеги, погибшие 25 лет на линии фронта. Да. Действительно, когда открывали мемориальную доску в честь нашего друга Анатолия Сергеевича Кляна, это было вот в прошлом году, я сказал о том, что стоило бы все-таки открыть и здесь же на здании телецентра доску в честь тех, кто первый погиб, исполняя свой служебный долг, в честь тех, кого мы с Анатолием Сергеевичем заменили на югославском корпункте в 91 году. Это Виктор Нагин и Геннадий Куриной. И вот буквально сегодня мне стало известно, что 31 августа, видимо, будет открыта доска. Сейчас она уже готова, сейчас она уже находится на фасаде телецентра Останкино со стороны Останкинского пруда. И она пока завешена, значит, каким-то полотном. И, видимо, 31 числа она будет открыта. И параллельно еще наши коллеги в Сербии, наши друзья и очень профессиональные, интересные и творческие люди, русофилы там в Сербии, они откроют доску на фасаде дома, где находился наш корпункт, где жил Виктор Нагин со своей семьей, где потом пришлось жить мне со своей семьей в Новом Белграде на улице Гандиевой. Видимо, в этот же день будет открыта доска в честь наших коллег Виктора Нагина и Геннадия Куринова. Ну, слушай, очень хорошо, что ты смог сегодня с нами вот поговорить и напомнить, и помянуть наших коллег и товарищей. Вот ровно 30 лет назад я закончил факультет журналистики, потом пришел вот в программу «Время», и проработав некоторые, там, уже несколько лет, как раз я один из, может быть, последних, кто разговаривал с Нагиным по телефону, когда мы принимали его репортажи. Вот, он был такой романтик от журналистики, как, возможно, и те, которые работали и в Донецке, и в Луганске вот в первые там месяцы этой войны, которая там проходила. Ну и так как, Володь, ты у нас на связи, да, ты уж извини, что я тебя на «ты», ты у нас серьезный человек. Да уж мы с тобой столько всего вместе прошли, что как нам с тобой на «вы». Да. Мы, кстати, снимали вот с Володей, с Анатолием под пулями тогда в Бырчико, да, слава богу, не погибли. Там оказалось, чудом спаслись, не попали под обстрел артиллерийский. Вот, и когда вот это острое ощущение проходит через твою жизнь, через твою душу, все, что происходит на Украине сегодня, это не геополитическая такая шахматная игра, это конкретные люди с конкретными событиями. Володь, я хотел спросить, когда стало известно, что Анатолий погиб именно на Украине? Я никогда тебя об этом не спрашивал. Что говорили знакомые, друзья, близкие именно по поводу причина этой смерти? Никто конкретно стрелял, а то, что он погиб на, ну, в общем-то, на близкой нам земле, в таком прекрасном, красивом городе, как Донецк, от пули, выпущенной вроде бы нашим, да, недавним соотечественникам. Это же то же самое, что было на Балканах. Это похожая смерть, нелепая, такая же, как наших коллег Нагина и Куринова. Да, конечно, похоже. Это парадоксальная вещь. Это парадоксальная судьба нашего дяди Толи, потому что там на Балканах, и ты это прекрасно знаешь, и ты вместе с нами в этом участвовал несколько раз. У нас было иногда гораздо больше шансов погибнуть, чем остаться в живых. Там и в Сараево снайперы стреляли, и в Восточной Славонии, и в Косово, во многих других местах. Но вот так Бог нас оставил в живых, и каким-то удивительным образом мы еще прожили эти несколько
там лет, десятков лет, а потом дядя Толя решил вот поехать на Украину, и действительно это парадоксально, когда человек, прошедший столько всего в этой жизни, а он был не на одной войне, мы с ним вместе, кстати, и в Чечне были, и в очень экстремальных ситуациях в Аргуне, там брали целую банду с перестрелкой, врывались в дома на бронетранспортере, и вдруг вот так вот от шальной пули в родной нашей Украине, конечно, это действительно, ну, не знаю, парадоксально, удивительно, странно, символично, как угодно можно это назвать. Но надеюсь, что это запомнится, это останется в сердцах наших коллег. Спасибо за то, что ты вот согласился поучаствовать в нашем сегодняшнем разговоре. Мы не зря ведь, Ростислав, помянули наших вот коллег сегодня. Именно потому, что вот разговоры, которые мы ведем здесь, там о сути украинского национализма, о том, что разрушена экономика, о том, что господин Байден рассказывает, кого и когда и за сколько, якобы за сколько, да, нужно снять или назначить. Вот. Значит, по другую сторону этого счета, это списки людей, которые пропали без вести, ведь до сих пор же не обменены все на всех, хотя подписали какие-то документы, что каждый день стреляют, и количество обстрелов увеличивается. Сколько раз мы нашу программу говорили, да, новая эскалация событий на Юго-Востоке, дальнейшее усугубление ситуации, что перестрелки начинаются. Раньше мы говорили о нескольких десятках обстрелов, сегодня мы говорим уже о сотнях. Месяц назад цифра была и 700, и 800 с применением тяжелой артиллерии. Люди гибнут. Ополченцы или те, кто вот дежурит на блокпостах, они понимают, что их могут каждый день там перемолоть. И вот эта мясорубка, она продолжается. Это не только геополитический разговор, это, к сожалению, это конкретные люди. Вот я так наблюдаю за вами, у вас очень грустные глаза, когда вы рассказываете о том, что происходит. Я понимаю, что за этими, может быть, политическими рассуждениями мы же знаем, сколько трупов, сколько кровищи. И, к сожалению, мы видим, что она не останавливается. Мы с вами встречались в прошлый раз, когда еще не было инцидента на Крымском перешейке. И вот сегодня мы понимаем, что несколько человек, наших двое военнослужащих, конкретно погибли от рук тех, кто получил государственный приказ убивать. Вот это резко поменяло ситуацию. Я думаю, сейчас мы должны поговорить об этом, потому что мало кто позволяет себе взглянуть на эту сторону через ту, как бы, этическую призму. Хотя слово «этический» или «нравственный подход» в разговорах о современной ситуации на Украине, он вряд ли продуктивен или конструктивен, там все строится на других основах, но тем не менее факт-то мы имеем. Люди, военнослужащие под погонами погибли. Это казус белли, к сожалению, это казус белли. Повод к войне. Во-первых, глаза у меня всегда грустные от рождения. Во-вторых, мы действительно не знаем, сколько там трупов и сколько их еще будет. Можем только предположить, что их значительно больше, чем в официальной отчетности. Да. Вот. Тем более, что эти 10 тысяч там не меняются уже 2 года. Можем предположить, что убитых гораздо больше, а будет еще больше. Но, к сожалению, в любом случае, вот все это как раз и является геополитической игрой. Потому что всегда за геополитической игрой стоят реальные человеческие судьбы. Зачастую судьбы государства, иногда и судьбы цивилизации стоят за этой самой геополитической игрой. И не всегда людей убивают в военных конфликтах. Не всегда они погибают от руки вооруженной. Но, скажем, нескольким миллионам бенгальцев или нескольким миллионам ирландцев, которые вымерли в результате голода, ну, если не организованного, то, по крайней мере, санкционированного, по сути дела, британским правительством, да, от этого не легче, но они тоже были, сказать, элементом большой геополитической игры. Как вы понимаете, не у кабинета британского того времени, ни у британского парламента
не было личной ненависти к кому-то из этих людей, они их даже не знали. Они для них были только статистической единицей. Просто так карта легла, да, что целесообразным, даже не необходимым, просто целесообразным оказалось не помогать им выжить. Ведь, да. По сути дела, их же не убивали специально. Ну, выжили бы, никто не возражал. Ну, например, в случае с Бенгалией просто у британского правительства не хватило ресурсов для того, чтобы в условиях фактически идущей Первой мировой войны поддерживать нормальную, сказать, ситуацию с продовольствием в своей собственной колонии. Ну и все. Вот здесь точно так же. Ведь вы же понимаете, что люди, которые пытались разыграть украинскую карту против России, да, они же не сидели и не подсчитывали, что надо непременно убить там такое-то количество, там, в сотнях, тысячах или в миллионах граждан там, Украины или Российской Федерации, и желательно указать всех по фамилии. Хотя один из ЦРУ об этом говорил, бывший сотрудник. Им нужен был конкретный результат. Если он будет достигнут без крови, ну, значит, без крови. Ведь первый Майдан-то бескровным был, да? Да. Значит, если он будет достигнут малой кровью, значит, малой кровью. Если большой кровью, значит, большой кровью. Они сражаются за результат. В общем-то, мы же тоже сражаемся за результат, да? За геополитический результат. Значит, да, он у нас совпадает, да? Объективно совпадает с интересами населения Украины, даже если значительная часть населения Украины этого не понимает. Да. Но объективно он совпадает с их интересами, потому что геополитический результат для России позволяет им жить в более спокойном, благополучном обществе, жить более зажиточно. Геополитический результат для Соединенных Штатов – это значит, что, ну вот как с бенгальцами, ну выжили, не выжили, ну так получилось, извините. Но, тем не менее, мы тоже, так сказать, боремся за геополитический результат. И вот, кстати, по поводу, так сказать, крымских событий, да, реакция российского руководства, она ведь не была там какой-то спонтанной, да. Вот осуществилась провокация. Да, это казус белли, повод для начала войны. Причем железный повод. Да. Вот. Не начали же, да. Ну, хотели бы, могли начать 2 недели назад, неделю назад. А хотели бы, могли бы и в 2014 году начать, потому что снаряды украинской армии прилетали на российскую территорию. Были погибшие. Да, и убивали мирных российских граждан. Да. Хотели бы, тогда бы начали. Тоже там, в погонах, не в погонах, это ничем не отличается. Это акт агрессии. И государство само решает, как на него реагировать. Значит, вот это как раз свидетельство того, что мы стремимся не просто там, действовать по принципу «сам дурак» или «ты меня ударил, на получение сдачи», а добиться вполне конкретного результата, да, который в результате приведет к стабилизации положения и на тех территориях, которые пока еще все равно называются Украиной, да, и позволит России достичь этой стабилизации, достичь своего, так сказать, геополитического результата бескровно, либо малой кровью, и желательно не своей. Потому что ведь у нас, по большому счету, права на ошибку сегодня нету. Это там в Первую мировую войну мы могли там считать на 100 тысяч больше, на 100 тысяч меньше. Там, значит, в гражданскую могли позволить себе потерять не то 6, не то 8 миллионов, не то еще больше, потому что они тоже не посчитаны. Значит, могли несколько десятилетий считать, какие были потери в Великую Отечественную. Там, 12, 25, 26, сколько там миллионов. Там же тоже цифры пляшут туда-сюда. Их все считают и никак не сложат. Значит, но после распада Советского Союза, да, после демографической катастрофы, которая, в общем-то, накрыла, ну, как минимум, все славянские, да и большую часть вообще европейских республик бывшего СССР. Ситуация как с Бенгази, только в другой плоскости, да, практически. У нас просто нет права на ошибку, потому что если мы в следующий раз будем исправлять политическую ошибку за счет расходования
государственного ресурса, в первую очередь человеческого ресурса, то у нас не останется ни людей, ни государства. Потому что 140 миллионов для российских территорий – это ничто. Нас на самом деле, по оценке начала 20 века, сейчас должно было быть больше полумиллиарда. То есть в границах Российской империи должно было жить на конец 20 века больше полумиллиарда человек, от 500 до 700 тысяч, от 500 до 700 миллионов. Вот. Значит, их нету, этих людей. Нас всего 140 миллионов. Да? Наши эти самые природные богатства огромны, да? Но человеческие, технические ресурсы, финансовые, экономические, они не безграничные, не резиновые. Это даже, если сравнить их с ресурсами остального мира, да, это даже не ресурсы Российской империи в начале 20 века. Это значительно более критическая ситуация. Вот. Поэтому вот эту партию, да, как бы это ни было тяжело, да, но ее надо все равно играть очень тонко и точно. Потому что любая ошибка может стать фатальной. И фатальной не для отдельного человека и не для группы лиц. Она может стать фатальной для российского государства. Поэтому, собственно, у нас и продолжается наш кризис, да, так долго. Потому что забрасывать шапками, заваливать трупами уже нет никакой возможности. Очень многие хотели, чтобы начался вот эта горячая фаза. Они для этого, собственно, все это и планировали, чтобы война кстати, началась. Да. Недавно, да, правда, где-то в другом месте, уж не помню где, на круглом столе или в какой-то передаче говорил, что если бы мы бы даже только к собственным алармистам прислушались, да, то с 2014 года Россия бы начала бы уже 3 войны. Потому что требовали начать войну на Украине, требовали быстро отправить в Сирию большой контингент и там все решить за 2 недели, потому что чем мы там так долго воюем, и требовали начать войну с Турцией. Да? Да. Вот 3 войны, которые Россия могла, а некоторые считают, что и должна была начать с 2014 года. А теперь давайте просто, сказать, сложим потенциалы, да, тех, с кем мы должны были бы сейчас находиться в военном конфликте. И посмотрим, а где бы мы взяли бы на все эти 3 войны ресурсы. Кстати, во всех случаях, да, в том числе и в Сирии, был повод к войне. Вот этот казус белли. Если бы мы влезли бы хотя бы в одну, то повод бы появился бы и на Кавказе, да, и в Средней Азии, и даже в Прибалтике бы появился повод для начала войны, потому что азы стратегии растягивать силы твоего противника на второстепенные направления, значит, лишая его возможности концентрировать их на главном. Вот, собственно, то, что сейчас самое происходит. Поэтому я как раз думаю, что мы, так сказать, понижать эмоциональный накал должны, как бы это ни было бы там приятно или неприятно. Вот. И было бы неплохо, если бы как можно большая часть населения понимала, что я не буду учить сантехника, которого я вызываю, да, как ремонтировать мой унитаз. Я не буду учить повара в ресторане, как мне готовить еду. И не буду учить машинистов, как вести состав, там, или пилота, как вести самолет. Поэтому, значит, как бы человек ни казался мудрым сам себе, какие бы простые решения он бы не видел бы, вот прямо здесь, на столе, да, можно принять решение за доской вроде бы. Но, тем не менее, не надо думать, что не специалист, да, человек далекий не только от политики, человек далекий, в принципе, от информации, потому что он ее получает из 1, 2, 3 постоянных, причем им же самим для себя подобранных источников, что он может так совершенно случайно увидеть очевидный, правильный выход из положения, которого не видят все остальные. Это наивно. У нас есть вопрос, насколько я знаю, редактор подсказывает. Пожалуйста, вы в эфире. Представьтесь, и откуда вы, да? Меня зовут Наталья, я из Подмосковья. Да, слушаем вас. Звоню. Я хотела бы задать вопрос вот о перспективе раскола Украины и хотела бы узнать, на какие части в перспективе она может, так сказать, дезинтегрироваться и в какие сроки.
Значит, начнем с частей. Да, их Вот, сколько у нас? Зайдите в магазин, да, сейчас еще сезон не закончился, купите арбуз, ну, можно небольшой, чтобы не жалко было, да, и просто бросьте его на землю. Он может расколоться на совершенно произвольное количество совершенно произвольных частей, да. Если бросать арбузы один за другим, они не повторят, значит, эти самые расколы. Но вот точно так же и с Украиной. Значит, можно провести какие-то исторические границы каких-то исторических украинских территорий и сказать, вот будет раскалываться именно по таким вот границам. Но знаете, я помню когда-то, лет уже, наверное, 7 или 8 назад, одни достойные люди, значит, проводили конференцию на тему «Как должна федерализироваться Украина?». Тогда это еще не было преступлением, слово «федерализация» не считалось, значит, уголовщиной. Вот. И где-то человек 20 выступало и рассказывало о том, какие с их точки зрения должны быть границы у разных регионов Украины. Они не смогли сойтись друг с другом не только в конкретных границах, но даже в количестве регионов. Потому что предложения там, по-моему, колебались от 4-5 и где-то штук до 30-35. Вот. Реально любой из вот подобных регионов, да, даже любая из украинских областей, как, кстати, показала практика ДНР, ЛНР, Крыма, да, она может стать самостоятельным государством. Потому что Крым, прежде чем войти в состав России, провозгласил свою независимость и таким образом там хоть пару дней, хоть пару часов побыл самостоятельным государством. ДНР и ЛНР провозгласили свою независимость в границах своих областей. Они, правда, не контролируют эти границы, контролируют едва половину, но тем не менее, обратите внимание, что и Донецкая, и Луганская народные республики провозглашены именно в границах областей. И какие усилия там не предлагали к тому, чтобы их собрать в какое-то одно государственное образование, они не хотят. Луганские не хотят подчиняться Донецким, Донецкие не хотят подчиняться Луганским. И вот так вот они свои действия координируют, они вместе воюют против общего врага, но тем не менее они себя считают двумя отдельными государственными образованиями. Хотя, если им сейчас предложить войти в Россию, войдут и даже не будут спрашивать, их кому-то присоединят, отдельно примут или всех вместе. Вот. То же самое и с другими украинскими регионами. Ведь проблема же заключается еще и в том, где какие силы в момент краха украинской государственности смогут стабилизировать ситуацию на региональном уровне. Где-то это будут нацистские боевики, просто потому что их будет много, и они будут с оружием. И там будет одна ситуация. А рядом это могут быть совершенно другие люди диаметрально противоположных политических взглядов. И там будет другая ситуация. Эти там две области, значит, два района соседних областей могут просто начать друг против друга боевые действия. Причем я не исключаю, что даже каждая из этих групп будет говорить от имени всей Украины, хоть контролировать будет там неполную территорию одной области. А где-то у власти удержится действующая администрация, и они будут апеллировать к своей легитимности, потому что их назначал еще Порошенко, а Порошенко признавал все-таки мир, да, мировое сообщество. А где-то к власти могут прийти какие-нибудь умеренные, значит, бывшие регионалы там, или коммунисты, которых сейчас не пускают даже в парламент и так далее, значит, и пытаться восстановить Украину эпохи Януковича. Но в конечном итоге все будет зависеть от наличия внутреннего ресурса для существования какой-то хотя бы квазигосударственности и от наличия вооруженной силы для того, чтобы свою государственность поддерживать и распространять на соседние территории. Значит, с моей точки зрения, сейчас в этом отношении наилучшие возможности у ДНР и ЛНР, потому что они являются хоть и не признанными, но самостоятельными государственными образованиями. У них сформирована самостоятельная армия. Они заинтересованы в движении к границам областей, в случае, если, потому что они просто претендуют на эти территории вообще-то. Значит, в случае, если тем более украинская власть рухнет, а армия начнет разбредаться, границы областей легко пересекаются, потому что там рвы же не прокопаны, да, обозначений нету, а от того же самого там Славянска до Харькова
час-полтора езды на автомобиле, по большому счету. Значит, то есть можно в соседнюю область забраться, если там получишь поддержку, а скорее всего в соседних областях они получат поддержку, то можно свою власть распространять дальше. Вот, поэтому я думаю, что в первую очередь на Украине просто на каком-то этапе, достаточно коротком, но неприятном, начнется очень кровавая война всех против всех, в которой безусловный перевес получит вот как раз Юго-Восток. Да? Значит, ну, условно так, в Донецке, в Луганске война или закончится, или вообще станет значительно тише, а вот на всей основной территории Украины начнется. Потом там начнет в каких-то границах, там, где будет достаточно сил, чтобы вводить нормальный полицейский режим, устанавливать какие-то административные органы, в каких-то границах должна начаться стабилизация, причем стабилизация примерно вот на тех же условиях, что и, там, и в ДНР, ЛНР. То есть для начала какие-то непризнанные образования, значит, которые за счет сформированных ими отрядов, армий, там, даже при поддержке армии ДНР, ЛНР, значит, наводят какой-то порядок на своей территории. Вот. И дальше им надо будет, это если вообще-то там, у украинских националистов ума хватит, да, им надо будет еще вступить в какие-то договорные отношения с теми, кто будет контролировать Галицию. Потому что мы понимаем прекрасно, что если Юго-Восток будут контролировать силы пророссийские, то Галицию будут контролировать силы, ну, мягко говоря, такие, которые ближе к современному киевскому режиму, а может быть и еще более правые. Да? И для того, значит, им надо будет, ну, по крайней мере, договориться о том, что они все вместе соглашаются с тем, что украинского государства больше нет. Потому что только таким образом они себя могут легитимировать как новую власть. Если они отменили предыдущее государство, то они дальше могут устанавливать новую государственность в произвольных границах, каждый у себя, каждый как хочет. Да? Значит, ну и опять-таки, поскольку пророссийская часть украинской общественности, да, украинских граждан, достаточно компактно сосредоточена на Юго-Востоке. Значит, поскольку ДНР, ЛНР получают уже поддержку от России, поскольку понятно, что остальным, значит, поддержка тоже будет какая-то оказываться. Я в данном случае говорю даже не о военной, а о гуманитарной поддержке, о технической поддержке, там, об административной поддержке, о помощи в создании нормальных управленческих самых структур, то здесь ситуацию можно каким-то образом, ну, стабилизировать, по крайней мере. То есть не могу сказать, что там будет райский сад, да, но, по крайней мере, достаточно быстро можно будет, ну, достаточно быстро, это тоже там год, полтора-два, можно будет организовать какие-то приемлемые условия для существования. Я думаю, что на всех территориях, которые по какой-то причине не могут быть сразу заняты условно пророссийскими силами, значит, там будет просто продолжаться бардак, во-первых. Во-вторых, там просто не будет ресурсной базы для воссоздания основ государственности. То есть они чем дальше, тем больше будут скатываться в бандитизм. А вот уже дальше, в ответ на ваш последний вопрос, кто, кому, как отойдет и на сколько частей это разделится, а вот это уже дальше проблема международно-правовая. Ее решение будет зависеть от конкретных геополитических раскладов на тот момент. Потому что, ну, понятно, что исторически Россия не только может, но и должна претендовать на все территории бывшей УССР. Просто потому, что если вы в одном случае говорите, а мне это не надо, то можно сказать, а может быть и это не надо, и следующее, и пятое, и десятое не надо. Но для того, чтобы легитимировать эти претензии, значит, надо занимать достаточно прочные геополитические позиции, но для этого надо, по крайней мере, развязаться со всеми другими кризисами. Более того, для того, чтобы эти претензии реализовать, надо обладать достаточной ресурсной базой для того, чтобы суметь организовать восстановление этих территорий. И я бы сказал так, что на сегодня Россия такой ресурсной базой не обладает.
Но вот если предположить, что существует абсолютная стабильность, все в мире прекрасно, военной угрозы вообще нету, может быть, и можно было бы напрячься. Но в реальном сегодняшнем мире в России такой ресурсной базы нету. Есть надежда на то, что можно подключить к этому делу Европейский Союз, которому совершенно не нужен разрыв украинского транзита. Даже в том убогом виде, в каком он существует сейчас, украинский транзит еще там 3-4 года для Европейского Союза будет играть существенную роль. Это значит, что можно попытаться заставить Европейский Союз заплатить за украинскую стабилизацию. Но опять-таки, вы же понимаете, что значит сесть за стол переговоров и сказать: мы будем делать это, вы будете делать это, заплатите вы столько-то и туда-то и так далее. И они тоже выкатят свои претензии. И среди этих претензий обязательно будет Польша на Галицию, Румыния на Буковину и Южную Бессарабию, Венгрия, скажем, на Закарпатье. И это не просто будут претензии, они будут подкреплены наличием на этих территориях граждан соответствующих государств. Потому что и румынская паспортизация в Буковине и Бессарабии, и венгерская паспортизация в Закарпатье проходила, ну, если не все 25 лет украинского существования, то минимум лет 20. Поляки уже, наверное, лет 10, то и все 15 выдают карту поляка, которая позволяет претендовать на польское гражданство. То есть они признают этих людей такими полупольскими гражданами, да, поляками, которые могут стать еще и польскими гражданами. И таких карт поляка тоже розданы миллионы, просто потому, что их с удовольствием брало все население Западной Украины, которое таким образом облегчало себе пересечение границы ЕС, пересечение границы Польши, куда они ездили на работу, там, на заработки, по делам и так далее. То есть эти претензии будут подкреплены с международно-правовой точки зрения. Насколько сильной окажется к этому моменту Россия, чтобы продиктовать свою волю? Значит, насколько ловкой окажется российская дипломатия, чтобы всех убедить, что лучше прислушиваться к России, это вопрос вопросов. Мы когда заявляли тему геополитика, и вот то, что вы сейчас сказали, что в России, ну, конечно, не будет ресурсов, чтобы вытащить всю эту 40, будем считать, 40-миллионную Украину, но все, что мы говорили, мы понимаем, что публика, которая нас смотрит сегодня, и вы, уважаемые телезрители, в первую очередь мы живем в России. И то, что происходит на Украине, и то, что мы живем в состоянии войны или поводов к войне, или нас толкают к войне, к каким-то агрессивным действиям. И даже то, что вот в Китае будут встречаться лидеры двух европейских стран и наш президент, и обсуждать без участия Украины ее судьбу, но это говорит о том, что уже в геополитически мы зашли достаточно далеко, и что-то с этим надо делать. И Европа тоже это понимает. Но главное, один из выводов, не главное, может быть, а один из выводов от всего комплекса вопросов, которые мы сегодня обсуждали, надо понимать, что мы не находимся в вакууме, не надо расслабляться. Ситуация международная достаточно напряженная, хотя для советского уха это обычное такое словосочетание, напряженная международная обстановка. Но сегодня мы должны тоже понимать, что мы одни. Мы обречены на геополитическое одиночество. Да, у нас есть союзники, у нас есть друзья, там, может быть, на Востоке там появятся или появляются какие-то силы, которыми можно сотрудничать, но теоретически мы обречены на это. И только собственными силами можем решить свои задачи. Поэтому еще очень большое спасибо за вот этот тезис, что у нас нет права на ошибку. Мы не можем ошибиться в том, как решать постепенно, последовательно и по определенному графику вот этот украинский вопрос, которому мы сегодня посвятили очередную сегодняшнюю передачу. Спасибо вам, Ростислав, за то, что вы участвовали и провели этот час со мной и с нашими уважаемыми телезрителями. Спасибо. Спасибо. На этом мы завершаем нашу программу. До новых встреч в рубрике «Украинский вопрос», которая, к сожалению, будет еще долго выходить на нашем канале. Вы понимаете, почему. Это сожаление я подчеркиваю, лучше бы, чтобы этой программы не было. Но она будет. Всего вам доброго и храни вас Господь. До свидания.